Здравствуйте. Этот ролик о самолетах вот на этой банкноте. Это Иран, 200 реалов 1958 года. Вы знаете, это такая классическая авиационная банкнота и очень известная, которая упоминается, наверное, во всех тематических списках об авиации на банкнотах. И если бы я делал максимально короткий и поверхностный ролик, то сказал бы просто, наверное, что на переднем плане мы здесь видим самолет Lockheed Super Constellation авиакомпании Iranian Airways. И, собственно, на этом можно было бы и закончить, не вдаваясь в такие, в кавычках, незначительные детали, что самолетов такого типа никогда не было в парке этой авиакомпании, что самолет изображен явно с двумя двигателями вместо четырех, и ливрея изображенного здесь самолета не соответствует ливрею авиакомпании Iranian Airways того периода. Но такой поверхностный подход, это, как говорится, не наш метод. Если вы в этом со мной согласны, то давайте подробно разбираться с тем, что, собственно, мы здесь видим. Итак, перед нами очень интересная и красивая банкнота шахского Ирана, то есть периода до исламской революции. Был только один выпуск этой банкноты, номер по пику P70, принтер Harrison Sons Limited, Великобритания. Оборотная сторона банкноты полностью посвящена новому на тот момент международному аэропорту Мехрабад в Тегеране. Вот здесь вот внизу об этом прямо сказано. Здесь на фарси написано буквально аэропорт Мехрабад, Тегеран. И надо сказать, что это вообще одна из первых банкнот в мире, посвященная какому-либо конкретному аэропорту, и вообще самая первая, на которой при этом изображен самолет в ливрее национального авиаперевозчика. Потом, позже, многие страны выпускали и продолжают выпускать банкноты с аналогичным сюжетом, но вот именно эта банкнота, она была первой. Несколько слов о самом аэропорте Мехрабад. Аэродром на его месте существовал еще с 1938 года. Но только в 1955 году там была построена взлетно-посадочная полоса с твердым покрытием и новое здание терминала аэропорта. И в том же году этот аэропорт был открыт в качестве международного. А банкнота, напомню, была выпущена в 1958 году, то есть на момент ее разработки и выпуска это был действительно новейший аэропорт. А вот исторические фотографии здания аэропорта второй половины 50-х годов. И это действительно очень похоже на то, что мы видим здесь на этой банкноте. Если же вернуться к самолетам, то надо отметить, что на банкноте изображены целых 3 самолета, 2 в воздухе и 1 на земле. И самолеты в воздухе, на самом деле, конечно, я покажу их поближе, их достаточно сложно идентифицировать, просто покажу эти изображения. А нас, конечно, в первую очередь интересует самолет, который изображен вот здесь вот на переднем плане, перед зданием аэропорта. Как я сказал ранее, он очень похож на Lockheed Super Constellation, однако проблема в том, что самолетов данного типа в парке авиакомпании Iranian Airways никогда не было. Но художник нам здесь явно указывает, что самолет это именно этой авиакомпании, поэтому давайте несколько слов скажем и о ней тоже. Авиакомпания с таким названием Iranian Airways существовала в период с 1944 по 1961 годы, и на момент разработки дизайна этой банкноты в середине 50-х годов основу ее парка составляли самолеты Douglas DC-3 и DC-4, и дополнительно до 1957 года Convair, а с 1958 года Vickers Viscount. Вот для наглядности я покажу расписание полетов этой авиакомпании середины 50-х годов. Там указаны типы воздушных судов. Посмотрите в брошюре 1957 года. Как вы видите, это только DC-3, DC-4 и Convair. А в брошюре 1958 года это уже DC-3, DC-4 и Vickers Viscount. То есть однозначно можно сказать, что того самолета, который мы видим здесь на этой банкноте, в парке авиакомпании на тот период времени, да и никогда на самом деле не было. А что касается ливреи, то до середины 50-х годов ливрея Iranian Airways выглядела вот так. То есть ничего общего с тем, что мы видим вот здесь вот на банкноте. А то, что мы видим на банкноте, очень похоже на ливрею авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines середины 50-х годов. Для сравнения я приведу вот такую вот постановочную рекламную фотографию, где такой самолет Lockheed Super Constellation моют, приводят в порядок девушки в национальных голландских костюмах. Посмотрите, насколько похоже вот этот вот изгиб, темный изгиб огибающий иллюминаторы над крылом, вообще расположение темной полосы относительно остекления кабины и на носу самолета. И на самом деле у меня нет никаких сомнений, что
За основу данного изображения художник взял фотографию самолета Super Constellation компании KLM. Кроме ливреи, это косвенно подтверждается на самом деле и двигателями самолета, точнее формой лопастей. У Super Constellation было большое количество модификаций, и здесь на банкноте явно видно характерную форму лопастей, которая соответствует модификации Lockheed L1049C Super Constellation. В парке KLM было 9 самолетов этого типа, они были поставлены компанией в 1953 году. Эта партия, и в среднем летали до начала-середины 60-х годов. То есть это по времени очень точно соответствует периоду разработки дизайна этой банкноты. То есть действительно похоже, что художник взял за основу данного изображения фотографию или рисунок одного из этих 9 Lockheed L1049C компании KLM и превратил его для этой банкноты в самолет авиакомпании Iranian Airways. Превратил, конечно, в кавычках. А если же говорить об оригинальном изображении, которое могло быть взято за основу для данного рисунка на банкноте, то мне, к сожалению, не удалось найти картинку, которая бы точно совпадала с тем, что мы здесь видим. Но можно предположить, что это, скорее всего, должно было быть какое-то распространенное на тот момент изображение, реклама или что-то подобное, что достаточно легко могло попасть в руки художника. Вот, например, у нас есть такая рекламная открытка компании KLM середины 50-х годов. Эта фотография не позднее 1956 года, которая распространялась среди пассажиров наряду с другими рекламными материалами и изображение самолета на ней по ракурсу и по некоторым деталям. Конечно, если отзеркалить оригинальное изображение, очень похоже на то, что мы видим здесь на этой банкноте. Давайте сравним. Очевидно, что за основу изображения на банкноте взят именно этот самолет, как по конструкции, так и по ливреи. А также по этой фотографии понятно, почему на рисунке на банкноте оказался самолет с двумя двигателями. Здесь вот с этого ракурса второй двигатель очень плохо видно. Такая вот история с этой банкнотой. Спасибо за ваше внимание. Увидимся.